Всем привет, ребята! Это Doha Trading, и сегодня мы посмотрим с вами, что такое PVP или Period Volume Profile. Мы на нашем канале регулярно проводим бесплатное обучение, и все видео мы выкладываем в наш плейлист. На главной странице вы можете найти обучение по кластерам в плейлисте по кластерному анализу, и точно так же вы можете найти обучение по анализу объемов. Все инструменты для анализа объемов точно так же располагаются в определенном плейлисте. Поэтому обязательно подписывайтесь, добавляйте себе эти плейлисты и бесплатно обучайтесь. Мы же в свою очередь сегодня будем разбирать такой инструмент, как PVP. Это профиль объема за выбранный период. Давайте вкратце пробежимся по его настройкам и посмотрим, как его использовать совместно с теми инструментами анализа, которые мы на нашем канале уже разбирали. Для того, чтобы найти любой профиль объема, нам нужно зайти во вкладку «Индикаторы» на TradingView и выбрать графу «Профили». Здесь будет и TPO, и профиль объема за сессию. Нам нужно выбрать профиль объема за период. Когда мы на него нажимаем, здесь появится вот эта вкладка PVP. И вот так мы можем это дело включить. Сразу вы видите, что на графике появляются вот такие вот столбики, да, за определенный период. Как это все дело настраивать и как использовать. В аргументах вы видите, что мы выбираем период 1. И здесь стоит графа неделя. Мы можем выбрать бар, минуту, час, день, неделю или месяц. Таким образом, если мы выбираем период 1 и здесь стоит неделя, то мы будем считать с вами объем за одну неделю. Если вы выберете период 2, то вы будете считать объем за 2 недели. То есть это все индивидуально. Вы можете считать объем за 14 дней, можете считать за 2-3 месяца, да, то есть за квартал вы таким образом можете посчитать объем, поставив здесь месяц и выбрав период 3, например. Тогда вы видите, что сразу объем пересчитывается и меняется. Вот. Нам же не нужны такие большие периоды, мы с вами будем торговать внутри недели, поэтому мы выберем период 1 и поставим здесь графу неделя. Объем мы выбираем вверх-вниз, потому что дельту он считает не совсем корректно. Лучше использовать кластерный анализ для того, чтобы посмотреть дельту. Общий объем мы можем с вами выбрать в принципе. Это будет практически то же самое, что и вверх-вниз. Просто вверх-вниз как-то выглядит более эстетично, поэтому мы оставим это все так. Зону стоимости мы не меняем, это 70%. Размещение строк – это что такое? То есть вы можете либо выбрать в этом профиле объема за период, либо число строк. Строки – это, грубо говоря, шаг цены. То есть чем больше будет строк, вот этих вот отдельных столбиков, да, внутри недели, тем более детально будет высчитываться профиль объема. Только здесь нужно понимать, что очень важно не переборщить с вот этой вот настройкой. Потому что если вы будете выбирать очень большое количество строк и очень большой период, допустим, вы поставите полгода, то индикатор может либо выдать ошибку, либо он будет очень долго рассчитывать этот объем, то есть это тоже зависит от вашего компьютера. Может тогда у вас подвисать график. Поэтому здесь нужно аккуратно с этим работать и понимать, что вы делаете. Точно так же вы можете поставить не число строк, а, например, тики в строке. То есть за один шаг цены, да, сколько в одном шаге цены будет тиков. Что такое тик? Это секундный наш график, да, то есть самая минимальная возможная цена, один тик, которая есть для каждого отдельно взятого конкретного инструмента. Также мы с вами можем здесь продолжить POC, например, вправо. Вот. Мы можем продолжить Value Area High вправо и Value Area Low. Вы видите, что когда я продолжил POC вправо, он заходит уже на сессию следующей недели. То есть если мы отключаем продолжить POC вправо, то он сразу остается только в рамках одной сессии недельной именно. Вот. Ну, Value Area High и Value Area Low – это границы зон стоимости. Об этом мы тоже сейчас вкратце поговорим. Видимость мы не трогаем. В графе «Стиль» мы можем выбирать значение. То есть здесь это будет показывать нам объем монет, который был проторгован по каждому определенному уровню.
Вот как это будет выглядеть. Вы будете видеть, сколько было объема на покупку и сколько было объема на продажу. Вы можете оставлять эти значения, либо выключать. Это тоже для нас не очень принципиально. Точно так же вы видите здесь растущий объем и снижающийся объем. То есть здесь становится понятно, что растущий объем, то есть объем, который толкал цену вверх, он подкрашивается синим, а объем, который толкал цену вниз, он подкрашивается желтым. Почему здесь для каждого вот этого растущего объема два как бы цвета таких, один синий блеклый, другой яркий? Все потому, что у нас есть объем, который основной, который находится в зоне стоимости, то есть то, что вы здесь сейчас видите, вот это вот зона стоимости. Здесь объем яркий. Тот объем, который незначительный, который торговался за зоной стоимости, он вот такой вот у нас тусклый. Что такое зона стоимости? Это то место по распределению Гаусса, да, где проходит 70% объема. То есть за всю вот эту вот неделю, которую мы видим у себя сейчас на экране, 70% объема прошло между вот этими вот ценами в данном диапазоне. Поэтому это зона стоимости. Все, что за ней, это объем за зоной стоимости. Мы это из видео в видео повторяем, потому что появляются новые зрители на канале, чтобы они тоже это все дело понимали. Также мы можем продолжить точку POC, и точно так же мы можем изменить зону стоимости, чтобы она была динамической. А теперь давайте поговорим о том, как это все дело использовать. На примере вот ситуации, которая сейчас у нас формируется по биткоину. Мы включили с вами профиль объема периодически, да, или профиль объема за период, и выбрали параметр неделя для того, чтобы торговать внутри недели. Что мы с вами можем наблюдать конкретно в данной ситуации по биткоину на 4-часовом таймфрейме? Мы видим, что в прошлой неделе зона стоимости находилась в рамках вот этого вот диапазона. Вот наша зона стоимости. И здесь не было хороших сигналов для входа. Мы видим, что на самом деле биткоин здесь выходил и вниз зоны стоимости, и немного вверх. То есть такое особо не торгуется. Здесь был узкий диапазон, это 3%. Если мы хотим поторговать внутри недели, да, и переносить позицию на следующую неделю, как нам нужно действовать? Мы смотрим на предыдущую сессию и видим эту зону стоимости. Мы ее выделяем и продолжаем вправо. Также мы видим здесь точку POC. Вот, это наш максимальный объем за прошлую неделю. И выделяем этот уровень точки POC. Теперь, когда открывается новая неделя, нам нужно дождаться, когда цена выйдет за эту зону стоимости, которая была в прошлой недельной сессии, и снова протестирует точку POC предыдущей недельной сессии. Когда мы это увидели, нам нужно посмотреть, есть ли реакция цены на вот этот вот крупный объем, который был в прошлой неделе. Вот он. Мы можем его выделить вот так. Это тот диапазон, где был крупный объем. После чего мы с вами можем включить профиль объема за сессию и посмотреть, как формировался объем внутри вот этой вот сессии, когда цена опустилась на максимальный объем предыдущей недельной сессии. Мы включаем с вами SVP HD, то есть Session Volume Profile, и смотрим, что здесь происходило. Вот, мы видим вот эту область, которую видели. Мы наблюдаем ту ситуацию, что цена опустилась на этот крупный объем, и в данной торговой неделе мы уже видим по факту, что весь крупный объем, он расположен сверху. Но если мы не будем обращать внимание на вот эту вот ситуацию, которая у нас сформировалась справа, а будем смотреть только на данное место, потому что в момент открытия позиции как раз мы будем здесь, этой истории мы еще не знаем. Мы не знаем, что будет происходить дальше. Как можно торговать в данной конкретной ситуации? Объясняю наглядно. Мы видим этот крупный объем. Мы видим, что в вот этой вот сессии тоже крупный объем располагается вверху. И мы упали на вот этот вот объем, который был в прошлой недельной сессии. Нам нужно подождать и посмотреть, не будет ли цена уходить
ниже вот этой области. Потому что если мы будем пробивать объем, крупный объем предыдущей недельной сессии, это будет говорить о том, что эта неделя будет на снижение. На снижение. Это говорит о том, что мы пробили вот этот вот крупный объем. Если мы понаблюдали одну торговую сессию, и в течение этой торговой сессии цена не ушла ниже этого крупного объема, мы можем уже на следующей торговой сессии, именно дневной, рассматривать открытие длинных позиций. И в этом диапазоне мы можем открывать длинную позицию. Стоп-лоссы в данном случае нам с вами придется ставить, конечно же, за вот этот вот крупный объем. И наш стоп-лосс, он должен быть не меньше там 1,5-3%. Вот такой вот у нас диапазон нашего стоп-лосса. С риск-менеджментом тогда вы сами понимаете, как это должно выглядеть. Если у нас стоп-лосс 1,5%, то коэффициент должен быть у нас 3. И таким образом, если 1,5% стоп-лосс, то take profit у нас это 3 наших стоп-лосса, то есть 4,87. Да? Вот таким образом выглядит позиция, которую можно было открыть по биткоину в данной ситуации. Стоп-лосс в данном случае ставится за крупный объем предыдущей недельной сессии. Входим мы после того, только как увидим, что за одну торговую сессию, вот, которая здесь выделена в Session Volume Profile, мы не опускаемся ниже вот этого крупного недельного объема. Тогда уже на следующую торговую сессию, на вот эту вот, мы можем открывать длинную позицию с вот таким вот стоп-лоссом. Потом, что мы делаем? Мы уже торгуем внутри этой недели, опираясь на предыдущую неделю и на этот объем. Мы видим, что крупный объем в предыдущей неделе располагается здесь. В текущей неделе крупный объем располагается вот здесь. И в данном месте у нас остается вот такая вот пустая область, такой зазор. Если цена опускается в данную пустую область и очень резко обратно выскакивает и возвращается в вот этот вот диапазон, это положительный признак. Если здесь накапливается объем, цена падает от этого крупного объема, да, который мы здесь с вами видим, и опускается ниже этого объема, здесь происходит тест и реакция уже на снижение от этого объема, то здесь даже не стоит ждать закрытия по стоп-лоссу. То есть не стоит ждать, когда цена опустится до вашего стоп-лосса. В данном случае, когда вы увидели уже вот такую ситуацию, что формируется крупный объем сверху, лучше подтянуть свой стоп-лосс и поставить его на точку входа. Потому что если из этой пустой зоны цена резко обратно не возвращается в этот крупный объем, это говорит о том, что здесь этот весь крупный объем набирался на шорт. То есть здесь было больше продаж, и продавцы в данном накоплении победили. То есть, и мы будем тестировать следующую такую зону с крупным объемом. А это вот наша зона. И даже по ходу этого снижения, если вы будете видеть на часовых более мелких таймфреймах после уже снижения, возвращения и реакция опять от вот этого уже блока сверху, вы будете видеть реакцию цены вниз, это будет еще более сильным признаком за то, что вот этот вот крупный объем, он пробьется и цена пойдет еще ниже. Поэтому даже вы можете всю эту ситуацию пронаблюдать. Сейчас 23 августа 2024 года, биткоин стоит 61,059. Сегодня 9 сентября, прошло 2 недели после начала записи обучающего видео. Вот такое вот длинное видео. Теперь вы понимаете, как очень сложно записывать все эти ролики. Значит, вот та зона, которую мы обсуждали, точка входа 21 августа. Вот момент записи видео, это 22-23 августа. Мы увидели рост порядка 10%, что очень-очень много для биткоина. Мы увидели планомерный рост, здесь было накопление, и мы вышли еще выше. Наш take profit был в данной области, это 4-5%.
Также наглядно вы теперь можете увидеть, что нужно всегда фиксировать прибыль, потому что после того, как произошел вот этот вот рост с данной точки, мы увидели крупный объем в данном месте, и после этого биткоин ушел в длительное снижение. Как и говорилось в обучающем ролике, что после пробития вот этой вот зоны биткоин отправится еще ниже. И целиком все падение составило после роста более чем 20% даже. Вот. Поэтому будьте внимательны, аккуратны и обязательно учитесь. То есть это можно даже рассчитывать как такой локальный небольшой анализ биткоина и прогноз. Если мы будем выходить за вот эту вот область, да, сверху, которую мы здесь с вами видим, то биткоин однозначно на следующей неделе он будет продолжать снижаться. Если сейчас цена сможет закрепиться над этим крупным объемом, и мы будем выходить вверх, тогда на следующей неделе биткоин сможет продолжить восходящий тренд. Вот таким образом, используя два соседних объема за неделю, мы можем опираться на них и открывать позицию на вот этих вот недельных таймфреймах, то есть переносить из недели в неделю свою позицию в лонг или в шорт. И, конечно же, потом закрывать эту позицию, пока не сформируется новая точка входа уже там на следующей неделе. Потому что вы видите, что каждый раз, когда формируется какой-то крупный объем внутри недели, биткоин на этот объем он реагирует. Мы либо уходим вверх, либо уходим вниз. То есть вы можете использовать данную торговую стратегию для того, чтобы торговать внутри недели. Можете открывать по одной сделке раз в неделю, когда появляется по биткоину вот такой вот сигнал. Это один из возможных вариантов. Но вы должны понимать, что это все-таки профиль объема за период, и вы можете построить свою стратегию не только на недельном таймфрейме, вы можете выбирать разные таймфреймы, вы можете выбирать месячный таймфрейм, вы можете выбирать квартальный таймфрейм и торговать как в краткосрок, так и в долгосрок. Мы объясняли в видео по Session Volume Profile, как торговать именно внутри дня. То есть у нас есть объем именно за 24 часа, объем за сессию. Если вы хотите торговать вместе с нами, то обязательно переходите в наш телеграм-канал. В нашем телеграм-канале мы публикуем сделки, это не сигнальный канал, никаких сигналов у нас нету. Мы проводим практически каждый день стрим, и на этих прямых трансляциях анализируем вместе рынок. Я говорю несколько инструментов, выбираем мы их 5 штук, наблюдаем за ними, строим сетапы для торговли. Когда подворачивается хороший момент для входа в сделку, я пишу в своем телеграме, что я открываю сделку по такому-то инструменту. То есть, если вы хотите обучаться и тренироваться, то наше сообщество как раз для вас. Я желаю вам успехов, обязательно смотрите наши обучающие видео, ставьте лайк и ставьте Take Profit. До встречи на рынке.